Утреннее побережье встретило Анну привычным шумом прибоя, соленым ветром и криками чаек, кружащих над пустынной полосой песка. Она любила эти ранние часы, когда пляж еще не был заполнен туристами, а океан казался живым, дышащим организмом, живущим по своим вековым законам. Бескрайняя водная гладь всегда дарила ей чувство умиротворения, но этот день навсегда изменил ее представление о границах между человеком и дикой природой. Прогуливаясь у самой кромки воды и наслаждаясь уединением, Анна заметила странное шевеление на мелководье. Сначала ей показалось, что это крупное бревно или выброшенный ночным штормом дельфин, каких иногда прибивает к берегу. Однако, подойдя ближе, она замерла от неожиданности, и к ее горлу подступил ком волнения. В полосе прибоя, отчаянно и тяжело сражаясь с уходящей водой, билась огромная серая рыба. Мощный хвостовой плавник с силой разрезал воздух, а характерный острый спинной плавник не оставлял никаких сомнений. Перед ней, всего в паре метров, на песчаной мели застряла гигантская белая акула. Она была заперта в ловушке уходящего отлива, отрезанная от своей родной стихии. Первой реакцией, продиктованной древними человеческими инстинктами самосохранения, был самый обыкновенный страх. Большая белая акула — идеальный хищник высшего порядка, веками вселявший ужас в сердца мореплавателей и восполненный массовой культурой как безжалостная машина для убийства. Но когда Анна набралась смелости и заглянула в огромный темный глаз рыбы, замерший прямо перед ней, страх уступил место совершенно другому, гораздо более сильному чувству. «Я так сильно захотела помочь ему», — вспоминала она позже, делясь своими первыми эмоциями. «Но когда я разглядела эти глаза и поняла, что это белая акула, внутри все на секунду сжалось. О нет, 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 только не это!» Животное выглядело невероятно измученным. Волны то и дело накатывали на песчаную косу, но их мимолетной силы было слишком мало, чтобы приподнять многокилограммовое тело и унести его обратно в спасительную глубину. Акула тяжело дышала, ее жабры судорожно двигались, забиваясь песком, а в глубоком синем взгляде, казалось, застыло абсолютное отчаяние. Хищник, царивший в бездне океана, оказался абсолютно беспомощным и беззащитным на суше перед лицом надвигающейся гибели. Анна мгновенно поняла, что действовать нужно немедленно, ведь счет шел на минуты. Отлив стремительно уводил воду дальше от берега, солнце поднималось все выше, и каждая минута промедления уменьшала шансы акулы на выживание. Она выхватила телефон и дрожащими от адреналина пальцами набрала номер мужа. «Джош!» — закричала она в трубку, отчаянно перекрывая нарастающий шум прибоя. «Ты должен прийти сюда прямо сейчас! Прямо передо мной на мели застряла акула. Нам нужно спасти ее, мы обязаны это сделать!» Пока Джош изо всех сил мчался на побережье, Анна пыталась связаться со спасательными службами, береговой охраной и местными организациями, ведающими охраной морской фауны. Но, как это часто бывает в экстренных и нестандартных ситуациях, бюрократическая машина оказалась слишком неповоротливой. На том конце провода задавали бесконечные уточняющие вопросы, перенаправляли звонки от одного специалиста к другому, но никто не спешил экстренно выезжать на безлюдный пляж. Когда Джош наконец прибыл на место, ситуация стала критической. Океан отступал все дальше, и тяжелое тело акулы под собственным весом все сильнее погружалось в мокрый, засасывающий песок. Было очевидно, профессиональной помощи ждать неоткуда, и судьба этого величественного создания находится только в их руках. «Власти так и не появились», — рассказывала Анна, вспоминая те минуты разочарования в службах спасения. «И тогда мы просто поняли, что у нас нет выбора. Мы пошли в воду сами». Единственное, о чем мы могли думать в тот момент, единственная мысль, которая крутилась в голове, это то, что мы должны его спасти.
Сама идея зайти в воду к огромной белой акуле, пусть даже ослабевшей и обездвиженной, показалась бы безумием любому обывателю. Общество привыкло воспринимать этих существ исключительно как кровожадных людоедов, от которых нужно держаться как можно дальше. Но Анна была глубоко убеждена в обратном. По ее твердому мнению, акул незаслуженно демонизируют в фильмах и новостях, выставляя бездушными монстрами, хотя они — прекрасная, хрупкая и важнейшая часть мировой экосистемы, заслуживающая уважения и защиты. Забыв о собственной безопасности и возможном риске, супруги смело подошли к хищнику. Вода доходила им до колен, а набегающие волны то и дело сбивали с ног, усложняя и без того тяжелую задачу. Анна опустилась на колени в воду рядом с акулой и осторожно с трепетом прикоснулась к ее плотной, шершавой шкуре. То, что происходило дальше, напоминало удивительный диалог между двумя совершенно разными мирами — миром людей и миром первозданной природы океана. Я постоянно прикасалась к нему, гладила его и разговаривала с ним все то время, пока мы изо всех сил пытались сдвинуть его с места, делилась Анна самыми сокровенными воспоминаниями. И я действительно всем сердцем чувствовала, что он понимал нас. Он знал, что мы здесь для того, чтобы помочь, а не причинить вред. Акула была невероятно колоссально тяжелой. Вдвоем с Джошем они упирались ногами в скользкое дно и тратили последние физические силы, пытаясь развернуть мощное тело головой к открытому морю. Им нужно было поймать момент и подтолкнуть его на глубину именно с приходом очередной крупной волны. Одно неловкое или испуганное движение мощного хвоста хищника могло обернуться для спасителей серьезными переломами или травмами, а огромная пасть, усеянная рядами острых, как бритва, зубов, находилась в опасной близости от их рук. Во время этой изнурительной, отчаянной борьбы Анна случайно сильно задела плавник или шкуру хищника, оставив на своей коже небольшой след — глубокую царапину. Позже этот шрам станет для нее самым ценным и осязаемым напоминанием об этом удивительном утре. У меня даже осталась маленькая метка на память. С улыбкой и гордостью показывает она на свою руку. Я очень надеюсь, что она останется со мной навсегда. Это как мой личный памятный знак от него, его автограф. Самым поразительным во всей этой драматичной истории было поведение самой большой белой акулы. Животное не проявляло ни малейших признаков агрессии, не пыталось повернуться, чтобы укусить или ударить своих спасителей. Оно словно намеренно аккумулировало свои последние тающие силы, затихло и полностью доверилось двум людям, нарушившим его покой на берегу. Он был очень тяжелым, но при этом проявил себя как на удивление послушный и готовый сотрудничать партнер по несчастью, вспоминает Анна. Я продолжала неотрывно смотреть ему прямо в глаза. Этот глубокий темно-синий взгляд океана буквально врезался в мою память и останется там на всю жизнь. Шаг за шагом, метр за метром, превозмогая усталость и используя подъемную силу накатывающих волн, Анна и Джош сантиметр за сантиметром продвигали гиганта к спасительной глубокой воде. Наконец, очередная крупная пенистая волна высоко приподняла акулу над песчаным дном, и та смогла самостоятельно и в полную силу пошевелить хвостом. Почувствовав под собой родную свободную стихию, хищник медленно, словно величественно прощаясь со своими спасителями, скользнул в темную толщу океанской воды и мгновенно растворился в глубине. Анна и Джош еще долго оставались стоять на мокром песке, тяжело дыша от колоссального физического напряжения, промокшие до нитки от соленых брызг, но абсолютно непередаваемо счастливые. Они совершили то, что абсолютному большинству людей показалось бы невозможным или даже безрассудным. Они сохранили жизнь существу, которое многие предпочли бы в страхе обойти стороной, бросить умирать или вовсе уничтожить, поддавшись предрассудкам. Для Анны этот случай на пустынном пляже стал самым важным и глубоким жизненным уроком, которым она теперь всем сердцем стремится поделиться со всем миром.
Она искренне уверена, что каждый прожитый день дает человеку уникальный шанс проявить свои лучшие внутренние качества, переступить через эгоизм и стать капельку добрее к окружающему миру. Каждый день — это отличный, просто прекрасный повод стать более лучшей версией самого себя, говорит она, обращаясь к каждому слушателю. Я всегда думаю и верю в то, что мы просто обязаны быть добрыми. Мы все сейчас живем в таком непростом мире, где вокруг происходит слишком много плохих, жестоких и злых вещей. Именно поэтому нам всем жизненно необходимо сажать как можно больше семян любви вокруг себя, делиться теплом с каждым живым существом. Ведь в конечном итоге я глубоко убеждена, именно искренняя любовь исцеляет абсолютно все. Эта вдохновляющая история — не просто короткий рассказ о спасении крупного морского обитателя из песчаного плена. Это великое напоминание всему человечеству о том, что истинное сострадание не имеет границ, видовых различий и условностей. Искреннее, чистое желание помочь и спасти чужую жизнь способно преодолеть любые барьеры, вековые страхи и навязанные предрассудки, все еще существующие между человеком и дикой первозданной природой нашей планеты.